Привет, друзья! Рады приветствовать вас на нашем канале. Вы находитесь на канале Anywhere Club. Сегодня мы будем говорить о профессиях. Меня зовут Никита Сахар, машу рукой каждому. В гостях у нас сегодня интересный человек Леша Богачук. Всем привет. Привет. Я Леша. Как настроение? Ну, пока отлично. Сразу в лед. Первый же вопрос. Кем Давай. ты работаешь сейчас? У меня много разных ролей в компании. Архитектор, инженеринг-менеджер, но сам я себя считаю инженером. Поэтому, наверное, вы меня сюда позвали. Да, поговорить. я понимаю, что инженер, как бы классическое такое вот понимание, которое было у наших бабушек и дедушек. Это Паять я не умею. Для меня, вот честно, инженер — это человек в белой каске, который вот именно инженер, вот как на картинке, там пилот, инженер, вот что-то с этим связано. Ты целенаправленно шел к этой профессии? Ну, начнем с того, что инженерами у нас называют практически все технические специальности. Где бы ты там не был с чем-то связан техническим, ты инженер. У меня была смешная история, вот похожая с мамой, когда я пришел, сказал: мам, я теперь архитектор. Ты же в IT работал. Да. То же самое с инженером. Я думаю, что бабушке мне было сложно объяснить, что я вообще делаю. То есть, да, архитектор — это тоже первое понимание, это здание, Да, архитектура. Человек, который что-то рисует. Ну, понятие software-инженер появилось, кстати, не так давно. Кстати, в Штатах, и, по-моему, его придумала женщина, которая работала над созданием ракеты, которая полетела на Луну. Давай попробуем сейчас, вернее, даже не попробуем, а произнесем вслух целиком название твоей позиции. Правильно? Это так называется скорее, чем профессия. Профессия, или, не знаю, как правильно даже сказать, специальность, в которой я большую часть своей карьеры работал, называлась как фронтенд-инженер. Вот. Но в современном мире она, наверное, называется уже как JavaScript-инженер. То есть такая, с более фокусом на язык программирования. Я сразу сделаю легкий такой дисклеймер. Для меня все это максимально непонятно. Да, я признаюсь, и вам всем, соответственно, и тебе, Леша. Давай по словам сейчас разберем. То есть фронт-энд. Что-то на поверхности. Да, ты правильно мыслишь. То есть представь себе любое приложение. Мобильное приложение, веб-приложение в своем браузере. Вот то, что ты видишь глазами, это можно назвать фронтендом. То есть что-то осязаемое для юзера. То, что видит человек. То есть если ты себе вот представишь какой-нибудь айсберг, да, вот обычно там изображает фронтенд и бэкенд, вот там такая маленькая кусочек. Вот, возможно, здесь будет картинка какая-нибудь смешная с айсбергом. Маленький кусочек, который виден пользователю, это фронтенд. Там огромный, монструозный, страшный, там тайный мир снизу, это там бэкэнд. Понятно. Ну, окей, хорошо. То есть осязаемая часть. Переходим дальше. Фронтенд, софтвер. Инженер. Инженер в области программного обеспечения. Наверное, по-русски это звучит примерно так. То есть объяснением для бабушки будет: ты делаешь какие-то осязаемые вещи, которые чувствуют люди, реально то, что можно показать. Потому что часто программисты, есть ходячая шутка, да, покажи, что ты делаешь. О, да. Это я вспоминаю свое универское прошлое, когда меня сестра спросила: а что делает твоя программа? И ты такой: это же дизайн-паттерны, там все такое. Как это ей объяснить? Она посмотрела, такая: я. Как раз затронул интересную тему универа. Я бы хотел размотать такую вот цепочку твоего пути, поговорить о каких-то ключевых моментах. Ты шел ли туда специально, целенаправленно, мечтал об этом, или это получилось случайно? Вот расскажи немножко о своем детстве. Ну, история на самом деле банальная и без каких-то там хитрых заветвлений судьбы. Я учился в школе, любил математику, всякие физики, химии, тоже это было мое. Участвовал в олимпиадах, и поэтому поступил куда? Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники по специальности программирования. Была какая-то обычная школа? С математическим уклоном. Учился на программиста, стал программистом. Вот и конец истории. То есть Тогда это происходило так.
Ну, опять же, то есть выбор был связан с чем? С твоей какой-то предрасположенностью? Потому либо... что это было тогда интересно. То есть никто не говорил тогда про деньги. Ну, тогда я старый, да. Вот. По меркам фронт-энд-инженеров я уже старый. Вот нескромный вопрос. Сколько? Слегка за 30 и все. Окей. Ты уже старпер. Тогда ты реально должен был хотеть стать программистом. Вот. И это чувствовалось, когда ты приходил в университет. Люди, которые реально этим жили, там по ночам где-то что-то там читали. Не было еще тогда каких-то ютубов, веб-сайтов, где можно было бы хорошо так досконально что-то изучать. Были книжки такой. ADSL модем, Сейчас, вот это да, вот. да, вот это вот все телефонные дозвоны. Приятный звук, хочу, чтобы он сейчас здесь появился. Да, и еще звукастик такой. Ну, кстати говоря, в моей жизни это не первая беседа, да, Мгм. о жизни, вот как человек пришел в IT. И ты говорил, что с паяльником ты не дружишь. То есть у тебя не было такого, что ты там собрал компьютер, например, узнавал, где какие есть там запчасти, вот это вот, это вообще не твое железо. Ну, я бы не сказал, что именно я вот очень сильно этим увлекался. То есть, да, я это делал, но без любви. Мгм. Ну, дело, потому что нужно было это на парах, на занятиях каких-то там и так далее. Или просто какая-то игра у тебя дома не тянула. Ну, окей, вот копну чуть-чуть глубже. Ты учился вот в рамках своей программы какой-то, то есть там условно успевал сделать все, либо еще какие-то дополнительные вещи ты всегда находил для себя самостоятельно, как-то погружался и узнавал чуть больше. Программа университетская, если будем честными, она уже даже в то время считалась устаревшей. То есть я сейчас буду называть еще непонятные языки программирования. То есть, когда ты учишься на программиста, ты начинаешь все с азов, каких-то очень базовых вещей, C, C++, потом, возможно, добавятся языки программирования типа Java, .NET. JavaScript тогда не рассматривался как отдельный язык программирования, фронтенд вообще в целом, как направление. И те платформы, библиотеки, фреймворки, которые преподавались, они уже на то время были устаревшими. То есть, банально говоря, ты учась там, ты не мог бы потом пойти работать. То есть тебе нужно было бы что-то делать дома, изучать самостоятельно в любом случае. То есть уже в это время Да. на рынке были востребованы специалисты более высокого уровня и Всё так. знаний, да? И уже в то время тогда появлялись специальные лаборатории от компаний, которые вот брали хороших толковых студентов, у которых есть правильный бэкграунд, понимание вот азов программирования, и уже им, как говорится, вгружали то, что нужно будет делать на самом деле. Но это было тогда. То есть сейчас, конечно, время очень сильно все изменило, индустрию, способы вхождения, способы изучения этого всего. И университет скорее рассматривается как такое хорошее место, где можно познакомиться с интересными, увлеченными людьми. Вот. А если ты хочешь именно попасть именно в IT, то есть другие способы. Ты должен обладать какими-то специальными качествами, чтобы они помогли тебе. Вот. Но образование уже не столь важно. Ну, вот как раз-таки про, скажем так, твои софт-скиллы. Вот кем ты себя воспринимал в универское время, там, в школьное, самым активным, либо более спокойным ребенком на тот момент? Шило было всегда, и сидеть сильно мешало. Вот. Поэтому я бы отнес себя к каким-то более активным людям. Ходил ли ты на какие-то курсы дополнительно? Да, ходил. Но я бы сказал так, я уже на них ходил, когда начал работать. То есть я четко тогда начал понимать, чего мне не хватает, и вот точечно уже начал изучать. То есть нет смысла заниматься вот курсами, изучать все подряд. Это как вот представь себе тренажерный зал. Ты приходишь, у тебя куча вот каких-то тренажеров, и что делать? Ты начинаешь вот качать все подряд. Там гантелью поднял одновременно со штангой. Это неправильно. У тебя должна быть какая-то цель, программа, и ты по ней должен идти. То же самое в IT. То есть какую бы сферу ты там область не взял, там будет прям свой мир. И нужно четко понимать, чего ты хочешь делать, чем заниматься. То есть уже с конкретным запросом, Да. который тебе был необходим, ты начал это самостоятельно изучать. И это очень важно. Ну, то есть даже вот на сегодняшний день ты бы сравнил тот процесс образования и тот, который сегодня есть на сегодняшний день. Как бы ты поступил? Ну, университет мне нравился. Опять, за счет людей, с которыми я познакомился, и за счет времени,
как в целом времяпрепровождение. Это золотое время. А его бы не хотелось терять. Но для людей, которые вот прям стремятся там с 18 лет попасть в IT, а я знаю, что в компаниях вот там уже 19-20 лет люди приходят на собеседование и уже умеют что-то делать, то для таких людей, ну, именно в Беларуси я бы, наверное, советовал не сильно акцентировать внимание на это. Если нужно высшее образование, то это там свой путь, но не ждать от него, что он научит. Ну, понятно. То есть в этом случае, если оно не научит, насколько оно, почему оно нужно? Если честный ответ, там очень часто корочка нужна для переезда. Подтвердить высшее образование, либо опыт работы. Это честный ответ. Но это имеется в виду юридически. Да. А так вот именно вот по жизни, почему это все-таки... Парням от армии откосить. Пример. Пойти в магистратуру потом, ну и так далее. Да, вот это, кстати, вот мой путь был, да. Да, путь пройти. Нет, ну в целом, то есть, это я не хочу ни в коем случае, чтобы это прозвучало как агитация против того, чтобы идти в какое-то высшее учебное заведение и только самостоятельно учиться. Я считаю, что должно быть это все параллельно, потому что вот именно эта социализация, ну это как с ребенком, детским садом и школой. То есть он по-другому совершенно развивается. Ты становишься взрослым, да. Учишься принимать решения, сталкиваешься с какими-то ситуациями, где тебе никто не может помочь, и нужно что-то делать самостоятельно. Да, эти люди отличаются. То есть, если ты работаешь с человеком, которому 19 лет и там 28 лет, вот, это разные люди. Несмотря на то, что должность у них может быть абсолютно одинаковая. Это чувствуется. То есть, это вот про софт-скиллы? Да, такое про вот опыт, назовем это взрослость, да, когда у человека уже в голове что-то сформировалось в виде опыта, вот, эмпатии какой-то другим людям и так далее. В продолжение, то есть вот какими качествами, на твой взгляд, должен обладать человек, который идет вообще в программисты, и вот это вот все? В IT-сфере есть много разных направлений. Там, направление тестирования, направление программирования. Я для себя определяю, что программист должен быть ленивым, потому что когда ты ленивый, ты пытаешься найти способ оптимизации своей работы постоянно, и это потом проявляется в коде. Я могу привести пример. Была задача, простая задача. Есть точка, которую нужно провести по квадратикам. То есть вот так вот. Каждый раз она должна за один шаг перемещаться на соседний квадратик. Вот. Написать некий скрипт, который бы реализовывал этот алгоритм. Вот. Мой одногруппник вот с упорством написал там 100 раз одну и ту же строчку. То есть он ее скопировал, 100 раз ставил, и квадратик, этот кружочек так вот по квадратикам шел шаг за шагом. Угу. Правильный человек, который мыслит системно, написал бы небольшой цикл, который бы там сказал бы: двигайся, пока ты не упрешься в стенку, все. Это там 2-3 строчки, но делает абсолютно то же самое. Вот. Одна и та же задача решена, но абсолютно по-разному. И вот первый человек, который не поленился сделать 100 раз одно и то же действие, он тоже в IT, но он в области тестирования. То есть ему прям вот нормально делать всякие скучные задачи, монотонно и так далее. Программисты немножко обладают другим майндсетом, как это по-русски это правильно сказать. Вот. И отсюда вот эта вот лень, то что 100 раз писать, это нет. Я сейчас быстренько... Ну это же как бы копировать, я понимаю, просто... Ну, я даже не удивлюсь, если он написал это. Понятно. Ну, может быть, он хотел заучить именно эту функцию какую-нибудь там и так далее. Надеюсь, что нет. Очень интересно. Мы плюс-минус уже понимаем, что ты за человек по энергетике. Что ты делаешь каждый день? Вот как начинается твой день в этой роли? Я чуть-чуть в прошлое посмотрю, потому что сейчас я занимаюсь немножко другими вещами. Как обычно выглядит день фронт-энд-инженера на проекте? Ты приходишь, пьешь чай, воду, здороваешься с коллегами, и обычно у тебя с самого утра встречи, или, как мы обычно говорим, митинги. Около 15 минут вы обсуждаете, что ты сделал, есть ли у тебя проблемы, что ты будешь делать. Все, дальше ты садишься за свой компьютер. Ну да, сейчас уже митинги все проходят в режиме онлайн, ты и сидел за этим компьютером, и начинаешь программировать. Вот. У тебя есть какой-то список задач, из которых ты выбираешь наиболее приоритетную и начинаешь ее реализовывать. Вот.
так может пройти почти весь день. По готовности ты эту задачу показываешь коллегам. Назовем это процесс код-ревью. Сложно перевести сразу так в голове на русский. А твои коллеги смотрят, говорят, почему нет. Ты грустный переделываешь. И так до тех пор, пока всем не понравится, что ты сделал. И дальше твой код уже проверяет тестировщик. Ну и вот так вот ты, в принципе, проводишь Какого рода много задачу дней. нужно решить с помощью тебя, если можно так выразиться? И Да. с чем чаще всего ты сталкиваешься? Ну, давай снова вернемся к специальности фронтенд-инженера. То есть типично этот человек создает веб-сайты. То есть вот именно тот интерфейс, который ты видишь у себя в браузере. Вот все эти красивые анимации, переходы по страничкам. Этим всем заведует фронтенд-инженер. То есть красота, наверное, его работы, то, что он написал код, он практически сразу видит ее результат. То есть если сравнивать вот с специалистами других профилей, то, ну, вот бэкэнд-специалисты, они что-то написали, это не какие-то там точки соприкосновения с этим бэкэндом, это вот, там, назовем это, endpoint, API и так далее, вот эти страшные слова. Это скучно, это непонятно. Особенно для людей, которые не из программирования, это максимально непонятно. Какие-то интерфейс... символы там. Вау, у нас появилась новая кнопочка, у нас появилась картинка, которую мы так давно хотели. Там те переходы и страничка, там классная анимация. Вау-эффект. То есть фронтенды, они как раз-таки вот, назовем это, на острие разработки какой-то функциональности, и обычно через их работу показывается все остальное. На самом деле реклама. очень многих людей это и вдохновляет, потому что, ну давай так, честно, мир сейчас современный очень быстрый. Мало кто любит заниматься чем-то, где результат ты можешь видеть через месяц или через 2. Здесь ты результат видишь сразу. И этот результат ты прям по ходу можешь немножко там редактировать, подправлять и так далее. Это прям вдохновляет. Ты как художник. То есть, Я вот тоже ты из рисуешь этих. так вот прям. Вот очень похожи мобильные разработчики. Тот же интерфейс, да, но давай представим, тебе тут помимо компьютера тебе нужны еще там телефоны, скорее всего, много разных моделей, какие-то эмуляторы. Это все надо загрузить на телефон, это сложнее. Ну, фронтенд тут красота. Я думаю, что во фронтенд как бы входит мобильное приложение, то есть это вот прям осязаемые вещи, вернее, для меня до этого и было. Вот то, что я трогаю, это делал фронтенд. Ну, давай здесь чуть поясню. Когда ты открываешь браузер на своем мобильном устройстве, это по-прежнему еще фронтенд. Ты просто на другом устройстве открыл браузер. Если ты открываешь мобильное приложение, скорее всего, это не очень связано с фронтендом. Но здесь есть хитрости. И почему я упоминал, что фронтенд сейчас уже не очень корректно говорится, скорее там JavaScript разработка, то что с помощью этого языка можно писать как мобильные приложения, так и фронтенд приложения, так и бэкенд, даже десктоп приложения, то есть на твоем компьютере вот прям какие-то программы. И все, что между ними. То есть то, что выглядит как мобильное приложение, но на самом деле это веб-приложение. И такие вот всякие хитрости. Давай такое легкое еще пояснение, ну, то есть, Давай. чтобы было совсем понятно. То есть веб-приложение, оно где-то в облаке. Там, где-то там, да, оно там. Веб-сайт, да, который тоже разработан, он где-то тоже хранится там. А само приложение, оно хранится у меня в моем устройстве и запускается с него. Ну, ты мыслишь очень-очень правильно. Так, это хорошо. С нюансами. Так. Да, то есть сами приложения, вот мобильные приложения, ты их устанавливаешь на свой телефон. И они уже там связываются с серверами, обмениваются информацией и так далее. С браузерами тебе не надо ничего устанавливать. Ты установил только браузер. Ты заходишь на какую-то ссылочку, и по этой ссылочке тебе загружается веб-сайт. То есть все, что самое там новое с всеми обновлениями у тебя всегда актуально в твоем окне в браузере. И в этом случае все зависит только от скорости твоего подключения. Ну да. То есть если оно у тебя низкое, то будут вот эти вот вопросы. С приложением от скорости работы твоего устройства, процессора и так далее. Его опять же, характеристики. зависит от того, нужна ли тебе связь с сервером. Ну, какие-то приложения, да, каким-то нужно, каким-то
не нужно. Окей, вот ты можешь вспомнить какой-то проект, может, у тебя и сейчас, вот что-то яркое, чем ты гордишься? Чтобы на примере этого можно было разобрать, на какие задачи, подзадачи разбит процесс создания условно какого-то интересного там веб-сайта, ну и так далее. Очень сложный на самом деле вопрос, потому что стороннему наблюдателю это будет одинаково выглядеть как странный веб-сайт, который вот один, вот еще более странный другой веб-сайт, этот суперскучный веб-сайт с множеством табличек, формочек и так далее. Ну, какое-нибудь, представь, банковское приложение, да, вот какое-нибудь внутреннее. Но окажется, что вот это вот банковское приложение с множеством табличек, формочек и так далее, оно технически очень сложное. И программист, он как бы будет гордиться именно вот этим третьим примером. Вот. Но для конечного пользователя, возможно, вот эти все красивые анимации, там, рюшечки на сайте, там, снежинки, которые падают, будут казаться, типа, вау, вот это вот сложно, это прям я хочу это делать. Но поэтому сложно привести вот такой пример, чтобы все такие сказали «да». Поясни мне, пожалуйста, один момент. Вот есть в терминологии, да, есть приложение, есть программа, там просто сайт это называют. Это одно и то же? Ну, то есть в чем как бы разница? Почему это используют разные слова? Они звучат по-разному, но как бы называют одно и то же. Я думаю, просто в современном мире уже эти понятия очень сильно переплелись. Потому что, когда ты заходишь на сайт, по сути, твой сайт может являться приложением каким-то. Ну, давай вот какой-нибудь пример. Приложение по вызову такси. То есть у тебя сразу ассоциация, ага, я на телефоне там скачиваю какое-то приложение в моем регионе и через него запускаю. Но то же самое ты можешь делать через веб-сайт. Вот можем ли мы этот веб-сайт назвать приложением? Ну, наверное, в какой-то степени да. То есть понятия очень сильно переплетены, и, наверное, в нюансах не стоит копаться. Все, что ты чаще всего видишь перед собой, это приложения, написанные которые открываются в браузере. Вот да. Простым языком. Да. То, что ты глазами видишь в браузере, это будет связано с работой фронт-энд-инженера. Окей, бывают, как ты уже упомянул, сайты абсолютно разные. Они, ну, то есть то, что мы видим, это визуальная часть. Да. Но в них есть скрыты разные сложности, да, которые позволяют какие-то дополнительные функции, переходы, вот этого вот все. Как это можно одним словом назвать и что там вообще скрыто в этом сайте под картинкой? Тоже классный вопрос. Вот та вот ремарочка, которую я говорил, то, что правильно говорит там JavaScript инженер, в этом на самом деле и смысл. Сайты, которые были статические, красивые, вот просто там ничего не происходило, кроме красивой, не знаю, там промо-картинки, они уже в основном в прошлом. То есть сейчас в основном сайты, на которых ты можешь там кликать, заказывать какие-то там товары, ну, то есть они динамически, постоянно что-то меняется. Вот, они сложные, и реализация этих веб-сайтов уже там простыми инструментами, которые были актуальны много лет назад, уже там невозможно. То есть фронтенд-разработка, в основе фронтенд-разработки есть 3 таких основных области, которые человеку нужно знать. Это HTML, CSS и JavaScript. Сейчас подробнее объясню, что из них что. Ну, давай, наверное, на примере газеты. Да? Там просто текст, который очень интересно разложен по колоночкам. Есть картиночки иногда, есть какие-то заголовки красивые. Но это все просто текст. И вот как людям этот текст разместить вот в виде вот таких вот красивых колонок, блоков и так далее. То есть нужна разметка. И вот HTML — это и есть язык разметки, где ты указываешь. Это будет, грубо говоря, заголовок, это абзац, это заголовок второго типа, здесь картинка. Вот. Задаешь размеры этих каких-то блоков? Нет, да? пока нет. Еще пока рано. HTML — это просто разметка. То есть ты просто сказал каждому кусочку информации, кто ты есть. То есть ты говоришь, ты картинка, ты заголовок. Вот. Но то есть перед этим ты создал эти какие-то кусочки? Да, то есть язык разметки. Язык разметки. Прописал, естественно, вот этими вот интересными символами. Да, открывающийся, как это называется, галочка, скобочка, как правильно ее назвать. Так. Тег, который обозначает разметку, закрывающийся. Но это все как бы как голая елка, бездушная штука. Нужно навести красоту. И вот этот CSS — это как раз-таки язык стилей, с помощью которых ты говоришь про размеры, про цвета,
про отступы различные. И вот тут уже начинает появляться что-то интересное. То есть ты уже видишь, что ага, вот если в примере газеты, то этого будет достаточно. Там, разметка плюс стили, вот наша газета. Но если мы хотим интерактивности какой-то, то есть чтобы кнопка нас вела на какой-то другой веб-сайт, или там мы заказывали какие-то товары и так далее. То есть разметки и стилей недостаточно. То есть нужен какой-то вот скрипт, который бы говорил, а что происходит. И это уже язык программирования JavaScript, который, по сути, оживляет наш сайт. Вот. И современные фронт-энд приложения, веб-сайты, они как раз-таки пишутся вот в основном, там 95% с помощью языка программирования. И уже сейчас современные фреймворки, библиотеки, они настолько сильны, что там вот знание разметки, стилей уходит там чуть-чуть там куда-то там в сторону. Мне хочется сказать, что это что-то похожее на максимально творческое, связанное с дизайном и прочим, но совсем нет, потому что я бы хотел сделать, наверное, полшага назад. Еще Давай. раз, вот к этим языкам. Окей, у меня есть язык, для моего понимания они чем-то друг от друга отличаются. Да, кстати, вот сколько языков ты знаешь? Русский, белорусский. Так. Да. Ну, сейчас, наверное, актуальный один. Ну, там плюс-минус несколько. Но учил я много. То есть в университете, но их я забыл. Начиная с Паскаля же еще, правильно? Ну, это со школы уже Паскаль, да. У меня всегда просто загадка, для чего он. Ну, то есть что-то происходит с ним потом, кроме занятий на информатике, там 2-3 занятия. Есть языки, которые были созданы специально для обучения. То есть для меня Паскаль — это как раз-таки вот базовый язык, который дает вообще понимание того, что такое программирование. Очень-очень такое поверхностное. Есть языки программирования, назовем такие, визуальные, для детей даже. Вот, где там с помощью блоков ты что-то программируешь, какие-то функции. Тоже классно, интересно. Окей, совсем отдаленный вопрос. Надеюсь, я не покажусь совсем уже непонимающим. Но ты это пишешь куда вообще? Во что? Ну, я понимаю, что в компьютер. Есть специальные редакторы кода. То есть специальные приложения, которые устанавливаешься на компьютере, ты в нем создаешь файлы соответствующие и туда описываешь свой код. То есть и онлайн-редакторы, конечно, но в основном программисты, которые уже занимаются разработкой, у них приложение. То есть, в принципе, это тоже какое-то приложение, которое этот код распознает и выполняет задачу. То есть, по факту, скрипт это скрипт, который последовательность каких-то вычислений, да, в коде, в программе, которая приводит к какому-то определенному результату. Ну, смотри, эти приложения, редакторы кода, в первую очередь, они признаны для того, чтобы тебе было удобно там этот код писать. То есть там уже есть какая-то определенная синтаксическая стилистика, которая подсвечивает тебе разные куски кода разным цветом. Ты понимаешь, что ты вообще пишешь, ты глазами легче это все воспринимаешь. С помощью этих тулов ты можешь все это дело собрать в одной пакет какой-то условный и получить приложение, запустить, там, такие слова как продебажить, да? Посмотреть, есть ли там какие-то баги и так далее. То есть это приложение призвано тебе помочь. Но если ты там хочешь писать в блокноте каком-то код, это тоже возможно делать. Это все реально. Понятно. Окей, ну и, соответственно, это потом он проверяется, запускается этот код. Это приложение тебе говорит, есть ли в нем какие-то ошибки или нет, как это работает? Ну, мы тут переходим к следующему этапу, наверное, инжиниринговых практик. То есть написать код — это, наверное, самое простое. Вот сложно, чтобы он был написан правильно, работал правильно. И здесь вот инжиниринговые практики — это такой свод правил, да, которые говорят, как нужно писать правильно, то есть какие там процессы нужно соблюдать. Это чек-лист такой, в котором можно идти. И поэтому вот обычно в разработке участвует много разных людей, потому что каждый из этих людей отвечает за определенный кусок процесса. То есть твой код должен, во-первых, соответствовать стандартам. Это как по-русски. Ты вот можешь писать с ошибками, можешь писать грамотно, можешь ставить запятые, можешь не ставить. Вот.
программирование то же самое. Твой код будет работать, но, грубо говоря, написан вот как будто второклассник только-только изучает русский язык с кучей ошибок там и так далее. Вот в чем тогда разница? Ну, то есть, это можно даже такой же пример вот с русским языком. То есть, мы же поймем друг друга. Да, безусловно. Но давай представим, что твой код через 5 лет прочитает человек в другой стране. Ему нужно будет что-то дописать, что-то поправить. Если этот код написан не по стандартам, не по правилам, он потратит намного больше времени. И, скорее всего, он его либо перепишет, ну и, соответственно, вот вместо там минутки, которую бы он вот в идеальном мире потратил на это, он потратит день, два, может быть, даже неделю. Это в лучшем случае, если он там... Да. А если этот человек, который пишет как второклассник, год на проекте работал, ну, представь, весь проект такой. Вот, то есть, в первую очередь, это соответствие стандартам. И тулы эти называются линтеры. Они есть для HTML, для CSS, для JavaScript. Они проверяют соответствие своего кода стилю и правил, которые были приняты в команде. Вот. Это первый этап, чему тебе нужно соответствовать. Стилю в команде и правилам, то есть его можно обучить, ну, то есть задать ему какие-то, и либо это какой-то стандарт, который везде, то есть, имеется в виду в команде, в конкретной. Да. То есть в этом, наверное, и красота, и, наверное, сложность вот современная, потому что есть рекомендации общепринятые, да, но их можно изменять под себя. То есть, если, грубо говоря, в команде люди решили заканчивать каждую строчку, не заканчивать, вернее, каждую строчку точкой запятой, они будут так делать. И это будет, по их мнению, правильно. В другой команде могут быть другие правила, и они тоже будут правы. Но главное, чтобы эти стили были как бы общеприняты, как минимум, в команде. Я понял. Ну, то есть, в итоге потом тот человек, который будет его пересматривать, он будет знать, у него будет какая-то уже этот чек-лист, инструкция о том, как правильно прочитать. Чек-лист автоматизирован этот вот, ну, то есть проверки. Вот. Это первая штука, которой нужно следовать при разработке. Вторая — это тесты. Вот. Мы сейчас говорим не про тестирование вот это вот функциональное, где ты там не про тестировщика. Да, это часть инжиниринговой практики, когда программист пишет тесты на свой код, на кусочки функциональности маленькие. Это называется юнит-тесты. Для чего они делаются? Для того, чтобы в будущем при изменениях ты был либо уверен, что ничего не сломал, то есть представь, ты код, который ты год уже не видел, забыл про него, тебе говорят, слушай, там поправь чуть-чуть, ты подправил, и твои тесты, которые проверяли все это, они подтверждают, что твои изменения ничего не сломали. Та функциональность, которую мы закладывали, она по-прежнему работает, мы это проверили. И ты спокойно спишь. А представь, этого всего нету. То есть тебе нужно перепроверить, или людям за тобой нужно все это перепроверить. А вот можешь чуть-чуть пояснить? Тест пишется для того, чтобы... В общем, как это происходит? Ты написал тест для того, чтобы что-то сломать, либо как это происходит? И тест написан хорошо при каком случае? Если он ничего не сломал, или вот как это определить? Есть несколько разных подходов. То есть есть подход, где ты сначала пишешь тесты, то есть ты знаешь, что твоя программа должна делать. То есть представь, тебе нужно сложить 2 числа. Какие тесты ты на это напишешь? И ты сразу думаешь, ага, а если я буквы отправлю? А если, там, я не знаю, 3 числа отправлю? Вот. И ты вот какие-то такие вот вещи пытаешься там предугадать, написал кучу тестов, и только потом ты написал свою функциональность. И можно наоборот. Сначала написать функциональность, а потом пытаться, ага, а теперь что я буду делать? То есть нужно еще предположить, что именно, ну вот в этом случае, что человек, как он будет реагировать, что он будет вводить, и это тоже учитывать. В общем случае, да. Но сама главная идея — это убедиться, что твоя функциональность работает правильно и будет работать правильно при изменениях. То есть вот прозвучало хорошее слово, ну, то есть функциональность. То есть есть весь сайт, это у нас книга условно законченная, завершенная с обложками, с прочим, с оглавлением, со сносками, вот все целиком. И функциональность — это будет один из абзацев. Есть еще главы,
Да. И так далее. Мне нравится твоя аналогия, сейчас как-то приобретает некий смысл. То есть если вот мы будем действительно сравнивать с книгой, и все-таки отмотаем на шаг назад по поводу этих языков, и увидим на примере вот этой вот страницы. То есть для того, чтобы определить, где будет находиться текст, мы выберем HTML. Да, как его разукрасить? Это будет CSS. Если мы захотим его оживить, чтобы он был хитрый, меняющийся, не знаю, там, всплывающий, или, возможно, он там брался откуда-то с другого места, интерактивная книжка, которая, хоп, тебе тянула что-то, нужен JavaScript. Я хотел узнать, может ли один человек, вот ты можешь от начала до конца сделать сайт? Да, но будет зависеть от того, что это за сайт. Если мы будем говорить узко фронтенд-инженеров, мы в основном говорим про вот эту первую часть, которую видит перед собой пользователь, то мы не предполагаем, что за этим веб-сайтом стоит какая-то разработка каких-то сервисов, серверов и так далее. То есть все, что мы написали на HTML, CSS, JavaScript, вот оно перед нами. В этом случае фронтенд-инженера достаточно. Но если мы говорим про какие-то более сложные вещи, ведь наши сайты, они обычно вот не такие статические. То есть откуда-то вот этот вот текст берется, подгружается. Картинки постоянно меняются. Сегодня зашел одна картинка, завтра другая. Это же не значит, что программист переписал сайт. Вот, то есть какая-то связь с какими-то другими сервисами. С CMS-ками, то есть контент-менеджмент-системами, может быть, с бэкэнд-сервисами и так далее. И здесь вот уже появляются другие инженеры. То есть для того, чтобы прописать именно эту связь? Либо, разработать те сервисы. Там, вот, то есть CMS, да, правильно, карта? Это то, что внутри лежит интернет-магазины? CMS — это контент-менеджмент-система, то есть то, где ты говоришь, какой у тебя текст. То есть ты прописываешь, что в заголовке у меня сегодня по понедельникам будет вот такой текст. Такая-то картинка под ним, и вот. И твой веб-сайт идет в эту CMS-ку, забирает контент и отображает. Ага. То есть не нужно быть программистом, чтобы редактировать этот сайт. То есть представь какой-нибудь малый бизнес, не знаю, ты хочешь запустить сеть маршруток в твоем городе небольшом. Так. Представь, что тебе нужно разработать сайт, который бы эти маршрутки, то есть как-то там расписание составлял, люди записывались и так далее. Это невозможно сделать вот прям дешево, быстро для малого бизнеса. Но есть уже готовые решения. Но чтобы это решение не выглядело точно так же, как у твоего конкурента, ты его должен чуть кастомизировать. И вот для этого обычно используются CMS, где ты можешь там загрузить свои цвета, там баннеры свои, текст свой прописать, что твоя маршрутка ходит по такому-то расписанию, вот туда-то и так далее. Это относится к тому, что я использую какой-то шаблон или нет? Да. То есть он внешне выглядит точно так же, но там чуть цвет другой, там, да, и с помощью наших далее. друзей CSS, HTML что-то меняется. Я понял. Вот разработка веб-сайтов очень редко сейчас происходит на пустом месте, когда мы вот прям садимся и с нуля вот это все создаем. За нами есть какая-то платформа, которая реализует нашу идею, бизнес-идею. То есть если это магазин, то, скорее всего, какая-то коммерсовая платформа, которая нам предоставляет вот все возможности. Там, делать заказ, там, корзины, там, вообще размещать эти товары, указывать их количество и так далее. Если наш сайт новостной, то какая-то платформа, которая позволяет нам эти новости публиковать очень часто. И так далее. То есть в каждом домене есть своя фишка. И эти платформы — это уже готовые какие-то решения? Они готовы, но их расширяют. И обычно эти платформы написаны либо на Java, либо на .NET, реже там на Python, JavaScript. И вот поэтому там требуется очень много разных разработчиков, разных профессий, вот языков программирования знать эти платформы и так далее. Но что остается неизменным всегда, весь фронтенд всегда и никак иначе будет это HTML, CSS и JavaScript. Вот, и поэтому разработчики, когда работают над созданием веб-сайта, им нужно немножко погрузиться еще в доменную область. Вот про это редко кто говорит, и, наверное, это самое главное отличие новичка от опытного человека, что у него есть доменная экспертиза. Он понимает, как устроены веб-сайты, как устроены, допустим, магазины, вот
что из себя представляют эти каждая страничка, как они должны быть связаны между собой и так далее. Давай попробуем расшифровать все-таки. Давай теперь на русский язык переведем. Да, Давай. доменную область. Да, то есть у нас до этого был просто сайт, это наша книга. Да. Вот мы ее написали, все, ее можно читать. Она вот смотри, у меня на флешке. Книгу можно писать и читать, допустим, по медицине. И если я человек, который ничего в этом не понимает, для меня это такой, что там, книга может быть там художественной, вот это, наверное, самый простой случай. Книга может быть научной, где там вот прям одни формулы. Это все разные книги. И вот человек, который пишет эту книгу, у него есть доменная экспертиза в области, про что он пишет. Вот это, наверное, та аналогия, которую можно здесь придумать. Ну окей, хорошо. Тогда я приведу такую. Вот у меня первая ассоциация возникла с тем, что, то есть если я делаю сайт про автомобили, мне нужно разбираться в тачках. Вопрос. Ты хочешь с помощью этого сайта продавать машины, или публиковать какую-то популяристическую информацию про машины? Да, вот новинки автомобилей, вот что-то такое. Ну, наверное, тогда нужно просто любить машины, чтобы этим заниматься. На этом все. Но здесь, скорее всего, это домен будет связанный с вот как раз-таки с CMS-ками, потому что нужно тебе обновлять информацию, публиковать новые статьи про машины и так далее. То есть это вот будет про это. Но если ты будешь говорить про продажу автомобилей, это домен называется Automotive. Довольно сложный домен на периферии коммерса, то есть магазинов и автомобильного строения. То есть тут скорее под задачу сайта не имеется в виду, что на нем продается. Не про что на нем говорится, а задача это и есть продавать. То есть либо продавать, транслировать, и для этого, для каждой из этих задач свой домен, который уже заточен под это. Ну, можно, наверное, так говорить. Мне становится чуть более понятно. Мы по-прежнему находимся на канале Newware Club. Говорим мы сегодня о профессиях. Продолжим. Я почти размотал эту цепочку. Если каждому из вас интересно углубиться и быть в теме, скажем так, еще больше, то обязательно ставьте лайки, плюсы под этим видео, и мы будем выпускать что-то более. Мы только-только начали разматывать клубочек, то есть, там интересное погружение. Ну, мы размотали, каким человеком нужно быть, можно быть. Можно быть абсолютно любым, главное иметь желание. Да. Подводя наши итоги, эта профессия однозначно интересная. Там очень много всего, помимо того, что я даже боюсь, если честно, спрашивать. Ну, ты спроси. Вот, давай я у тебя спрошу, сколько лет тебе понадобилось, сколько время, часов, стараний и усилий тебе понадобилось для того, чтобы быть вот на том уровне, на котором ты сейчас находишься? Ну, работаю по специальности я с 2010 года. Вот. И по-прежнему я не скажу, что я там суперпрофессионал, мне по-прежнему есть что учить. Наверное, красота фронт-энд разработки в том, что это, наверное, самая динамичная сфера. То есть JavaScript, сам язык программирования, это самый популярный язык в мире. Это, наверное, первый факт, который туда привлекает множество людей. Множество людей — это значит много идей, много каких-то изменений, предложений, и это все двигает всю вот эту вот сферу настолько быстро. То есть вот вспомни там сайты, которые были, ну, не знаю, 3 года даже назад, и которые сейчас, ты прям будешь чувствовать, что, боже, какой ужас раньше был. Да. А если ты попробуешь открыть какие-то самые древние сайты, то есть, которые до сих пор почему-то работают, это прям будет очень интересно. Есть специальные сервисы, наверное, скажем так, странички, которые, я надеюсь, появятся вот здесь, где вы можете увидеть визуализацию того, про что я сейчас говорил. Если вы будете изучать эту сферу и пытаться погрузиться вот во все эти страшные слова, что я называл, HTML, CSS и JavaScript, это только первый шажочек, заглянуть внутрь этого всего. За каждым из этих слов прячется огромный мир. Фреймворки, библиотеки, которые, с одной стороны, упрощают очень сильно жизнь разработчикам и намного ускоряют разработку.
То есть не нужно разрабатывать что-то с нуля, уже много чего написано. Нужно оперировать этим всем. Заканчивая инфраструктурными вещами, как это все дело оптимизировать, собрать, как чтобы это быстро работало, безопасно работало. Вот. И шаг за шагом познание следующих платформ. То есть, как я говорил, то, что ты видишь на компьютере в браузере, это, наверное, там самое простое. Но вот этот же сайт, открытый на мобильном приложении, и который по-прежнему красивый, вот прям раз так схлопнулся, резиновый такой вот он получился, называется Responsive. Вот. Но есть же другие приложения, там, на часах, еще где-то. Это тоже новый мир. Туда можно погружаться. Можно погружаться в новые платформы и так далее. Но, наверное, самое сложное и противное вот в этой всей истории, что даже вот перейдя по этой ссылке и вот потратив год или два на изучение всех библиотек, через 2 года список этих библиотек будет абсолютно другой. Если вы начинаете разработку проекта, к концу этого проекта у вас все устарело. Это правило фронтенд-разработчика. И это говорит... Я думаю, что это не только к этой профессии относится. Ну, то есть для того, чтобы быть на волне, нужно грести. Причем очень сильно. И такое ощущение, что ты даже иногда гребешь как-то не в ту сторону или течение сильнее. Да, постоянно учиться. То есть... Как только ты что-то изучил, уже, оказывается, создали что-то лучшее, более современное, и ты вот подсаживаешься на эту иглу, постоянно что-то менять, и ты никогда не знаешь всего. Это, с одной стороны, раздражает, с другой стороны, вот, мотивирует тебя постоянно учиться, что-то делать. Это вот, наверное, очень должно характеризовать современного разработчика, это тут качество, да, постоянно быть готовым к изучению. Если ты к этому не готов, то есть думаешь, что нужно прочитать книжку и так далее, вот изучить эти слова, что я сказал, HTML, CSS, JavaScript, и работать, к сожалению, нет. То есть так как все быстро максимально летит и изменяется, я понимаю, что пока ты делал, все устарело, да. Но ты не можешь изменить какие-то только строки, да, тебе нужно переделать все полностью целиком, потому что оно будет более оптимизировано, там меньше места занимать, к примеру, быстрее работать. В этом выражается, да? В общем, да. Если в упрощенном виде, то да. Не всегда это прям все переписать, но вот. Такова судьба. Я понимаю, что мы по этой ссылке, естественно, найдем то, что будет интересно не только начинающему. Да, то есть это называется Frontend Roadmap, то есть можно любому человеку посмотреть и понять, что конкретно сейчас нужно изучать. Есть еще один ресурс, тоже здесь, который называется State of JavaScript. Состояние JavaScript, да, на какой-нибудь год. И посмотреть, а что сейчас находится в трендах. То есть в чем смысл этих ресурсов? Огромное количество разработчиков из разных стран, из разных компаний оставляет свои рекомендации. Чем они пользуются, что им нравится, что новое посмотреть и так далее. И ты можешь увидеть, как менялась популярность той или иной библиотеки, то есть ты можешь понять, а стоит ли вообще ее изучать. Вот. Там происходит какое-то живое общение? Нет, это не живое общение, это результаты аналитики. То есть они выпускают такие аналитики раз в год. Ну, есть их множество разных, но это, наверное, самое популярное в нашей сфере. И можно понять, как оставаться востребованным. Это для опытных разработчиков, естественно. Как оставаться востребованным, либо что уже надо новое учить, так как ты уже не успеваешь. Какие-то прогнозы? Да. Прям даже на будущее. Есть какие-то места, где можно в онлайне пообщаться, потусоваться, скажем так, с людьми, с единомышленниками, да, и что-то обсудить, какие-то слухи, шутки, новости и прочее? Лучшее место, где с тобой будут вежливо общаться, это, естественно, какие-то курсы. Вот. Где будут точно такие же единомышленники с таким же уровнем, как и ты. Вот. В качестве, наверное, небольшой рекламы Rolling Scopes, огромная комьюнити, которая обучила уже много тысяч человек, абсолютно бесплатно. Я даже сказал, что это одно из первых, если не первое вообще комьюнити, которое открытое было... комьюнити, да. Образовательное, да. Оно работает, наверное, в первую очередь с странами СНГ, но, насколько я знаю, англоязычные запуски там тоже есть. В течение полугода в режиме прям таком хардкорном вот все азы изучаются, причем они, вот эти вот курсы, они направлены именно на практическое применение. То есть не абстрактные примеры,
а именно после этих курсов можно найти работу. И там создаются большие каналы участников, и можно общаться друг с другом, можно общаться с прошлыми курсами, где ребята могут давать какие-то советы, помогать там, с ревью вашей работы. Прям рекомендую. То есть если человек рассматривает для себя профессию вот, фронтенд-инженера, то это, наверное, там одно из лучших мест, которые я знаю. Но нужно обладать какими-то базовыми вообще знаниями, хотя бы вообще про IT. Пройти тест надо, да, какое-то в тайное сообщество? Насколько я помню, нет. То есть это все как бы для тебя самого. То есть тебе дается перечень того, что ты желательно должен знать. Ты как бы этого не знаешь, записался, никто тебя не выгонит. Ты сам оттуда выпадешь. Потому что ты не будешь справляться. Да, не о чем будет. Да, ты будешь не успевать. Вот, это первое место. Второе для опытных разработчиков, назовем это форум, да, или место, где можно задавать кучу вопросов, это Stack Overflow. То есть такой портал, на котором можно придумать вопрос. Скорее всего, его уже кто-то задал, какой-нибудь человек из южных стран, и ты можешь почитать об этой проблеме, как ее решали, что делать и так далее. Прекрасное место, ветка. которого мне очень не хватало в свое время в студенчестве. Приходилось все-таки решать проблемы самостоятельно. Сейчас даже есть такая шутка, там, Stack Overflow Developer. То есть любая проблема, ты сразу идешь туда, скопировал код, который там предложили. Ну, и это реально используется, да? То есть даже, несмотря на то, что это шутка, какие-то вещи. Да, но место полезное. То есть как раз-таки там все и происходит. Ну, это, наверное, основные места. Ну, и в любом случае, каждую информацию, где бы она ни была найдена, ее нужно как-то фильтровать. Потому что первая ассоциация с форумами, ну, на форумах разные люди, но это прям 100% инфа, проверенный, хороший Я форум. бы очень рекомендовал аккуратно относиться к платным курсам или читать отзывы, потому что сейчас такая тенденция, что человек теоретически что-то сам прочитал, сам, не имея опыта, уже делает курс, пытается его как-то монетизировать, зарабатывать на этом. Не знаю, как он набивает эти баллы и так далее, но курс может быть поверхностным, неправильным, бесполезным, и такого очень много. То есть мы сейчас находимся, если я когда учился, было мало информации, то сейчас ее избыток. То есть на любой вот чих есть тренинг, который, скорее всего, будет не очень. И хорошие тренинги найти сложно вот в этом обилии информации. То есть вот мы прошли путь от нехватки информации к ее переизбытку, и это тоже большая проблема. Ну, то есть только живое общение, реально, даже на форумы, я понимаю, это, естественно, глобальная вещь. Да? А про курсы мы говорим какие-то локальные, либо мы тоже можем о глобальной говорить, которые можно записаться, зарегистрироваться. Ну вот Rolling Scopes, ссылка, да. Ты записываешься, тебе присылают дату старта, и все, вы начинаете работать. Вас добавили в чат. Очень классный формат такой, в котором надо выжить. Да, ну, в общем, в любом случае, это ваш выбор. Финальная фраза. Что бы ты сказал самому себе, который еще до сих пор мечтает стать тем, кем ты являешься сейчас? Я, безусловно, верю, что впереди еще у тебя гораздо много различных ступеней, но вот если бы ты себя встретил, когда ты вот только первый раз подумал о том, что ты будешь там что-то программировать и писать. Ну, наверное, ничего не бойся, будет сложно, ты будешь ошибаться, но все получится. Это то, что нужно говорить каждому программисту. И это правда. И это правда. Класс. Здорово. Огромное спасибо каждому, кто посмотрел наше видео. Не забывайте, что мы находимся на канале Anywhere Club. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. В описании вы найдете все полезные ссылки. В гостях у нас был Алексей Богачук. Большое спасибо. Приглашайте еще. У меня много разных историй.